Итак, несколько фактов, несколько заметок о том, что такое Ирландия. Прежде всего, Ирландия не всегда была островом. Более 10 тысяч лет назад она составляла единую сушу вместе с территорией Шотландии и Англии, которые еще не были отделены от материковой Европы. Первые поселения на острове появились примерно в 7000 году до нашей эры, и первые поселенцы были охотниками и прибыли с севера. Далее Ирландия ощутила на себе кельтское влияние. Первая волна кельтов нахлынула на остров еще в VI веке до нашей эры. Кельтская Ирландия не была объединена политически, общими были только язык и культура. Ирландия приняла христианство в V веке. Считается, что обратил ирландцев в христианскую веру святой Патрик, Сент-Патрик, который использовал трилистник клевера для объяснения символа Святой Троицы. С тех пор трилистник – шемрок – символ Ирландии. Огромное значение в развитии христианства играли монастыри. Именно через монастыри началось ирландское влияние на Британию и Европу. Появились первые пилигримы, ирландские монахи, которые создавали сообщество в Европе. Ирландия, в отличие от остальной Европы, не подвергалась нападениям варваров. И таким образом стала хранительницей христианской цивилизации, которая практически угасла в Старом Свете. С 1 века нашей эры на Ирландию началось нашествие викингов. Их основной целью были те самые монастыри, как центры всех крупнейших поселений с их книгами и другими ценностями. Именно в этот период влияние монастырей ослабело. Но в то же время викинги были хорошими торговцами. Таким образом, они стимулировали развитие коммерции. И викинги же построили первые города на острове – Дублин, Корк, Лимерик и Веттерфорд. В XI-XII веках был период ренессанса для Ирландии. Культура и искусство просто процветали. Это время религиозных реформ и попыток сделать ирландскую церковь не менее влиятельной, чем римская. Следующее вторжение было нормандским. Норманы пришли в Ирландию из Южного Уэльса где-то в 1170-х годах, и с тех пор Ирландия стала английским доминионом. Норманы очень быстро овладели третью всех ирландских земель. Со временем они настолько ассимилировались, что стали, как говорится, большими ирландцами, чем сами ирландцы. Норманы внесли огромные перемены в жизнь острова. На протяжении XIII века был создан парламент, судебная и административная системы наподобие английской. В XVI веке Тюдоры начали покорение Ирландии. В 1601 году в Ирландии был введен новый порядок – английский. Начиная с XVI века английское правительство репрессивными методами пыталось насадить протестантизм в Ирландии, но эта попытка провалилась. Ирландцы остались верны католической церкви. Единственным исключением стала провинция Улстер в Северной Ирландии, где власти образовали колонии из новых поселенцев-протестантов. На протяжении всего XVII века правительство видело в католиках прямую угрозу и только ужесточало репрессии. Все это привело к тому, в 1798 году общество начало восстание, целью которого было объединить католиков и протестантов и разорвать связь с Англией. Но восстание было подавлено. После этого случая Лондон решил объединить британские и ирландские парламенты. Ирландский парламент прекратил свое существование в 1800 году. Из значимых событий, безусловно, стоит выделить и пасхальное восстание 1916 года. Ирландские республиканцы планировали воспользоваться участием Великобритании в Первой мировой войне и провозгласить независимую Ирландскую республику, покончив с британским правлением на острове. Восстание было подавлено. Но в декабре 1921 года было подписано англо-ирландское соглашение, согласно которому 26 графств обретали независимость как свободное ирландское государство. Только в 1937 году новой конституцией Ирландия была провозглашена суверенным, независимым демократическим государством. В 1955 году Ирландия вступила в ООН, а в 1965 между Британией и Ирландией было подписано соглашение о свободной торговле, что привело к развитию всей ирландской экономики. В 1973 Ирландия вошла в состав Евросоюза. Климат Ирландии мягкий, с частыми дождями, хотя может быть достаточно холодно. Температура редко бывает экстремальной, а снегопады случаются нечасто. Протекающие у западного побережья теплые течения Гольфстрима создают в Ирландии влажный умеренный климат. Средняя температура морской воды зимой 6-10 градусов, летом от 12 до 17. Средняя температура воздуха зимой от 4 до 8, разумеется, все с плюсом, летом от плюс 16 до плюс 21 градуса.
Ирландия известна своими зелеными холмами и красивейшей береговой линией. Города небольшие, но очень разнообразны и шумны. Здесь стоит отметить, что в Ирландии есть достаточно большой дефицит леса. В свое время практически все леса Ирландии были вырублены. Деревья использовались на строительные нужды для отопления, а также для того, чтобы различные партизанские отряды не нападали на британскую армию. На сегодня население Ирландии около 5 миллионов человек. 60% всего населения проживает в городах и населенных пунктах численностью свыше 1000 человек. Национальный флаг Ирландии трехцветный. Зеленый цвет символизирует гельские и англо-нормандские традиции Ирландии, связанные с католицизмом. Оранжевый отражает протестантские традиции, а белый – примирение между ними. Государственный герб Ирландии – арфа. За образец взята кельтская арфа XIV века, хранящаяся в университете Тринити Колледж. Ну и, безусловно, остались неупомянутыми два символа Ирландии, известные всему миру. Первый – это персонаж из ирландских легенд, легендарный лепрекон, что-то вроде эльфа. Это маленькое создание, где-то 90 сантиметров роста, имеет не слишком хороший характер и не позволяет людям приближаться к себе. Он одевается во все зеленое и носит фартук сапожника, так как это одно из его ремесел. Лепреконы часто злоупотребляют ликером собственного изготовления и курят трубку. Лепрекон – это всегда он, мужчина. В Ирландии легенда о лепреконе сопровождается другим символом – золотой котел. Дело в том, что в ирландском фольклоре этот персонаж обладает котлом полных золотых монет, которые он ревностно охраняет. Черное пиво потоком льется в день Святого Патрика. Его можно знать по темному цвету и вкусу кофе или какао. Эти две характеристики вызваны использованием хорошо поджаренных зерен. Даже если существует множество марок ирландского пива, самым известным, безусловно, является пиво Гиннес. И последнее. Сегодня на ирландском языке в Ирландии в повседневной жизни говорит не более 10% населения.